Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про вполне ожидаемую, хоть и запоздалую реакцию разработчиков Ashes of Creation на Багаюз и Дюб по второй альфе проекта, проблемы осад и новый контент глобальной версии Throne and Liberty, анонс новой средневековой MMORPG и многом другом. Не забываем подписываться на канал, в том числе по ссылкам в описании можно найти нас на отечественных платформах в ВК и Рутуб. Ну а за общением и самыми свежими новостями жанра MMORPG отправляю вас в мой телеграм. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. С выходом обновления 44 в MMORPG The Elder Scrolls Online появился новый вид активности «Золотые стремления», и сейчас разработчики предлагают игрокам с помощью него заполучить два косметических предмета. Первым является украшение Adventure Ending Arrow, этакая отсылка к легендарной фразе стражника из Skyrim, а вторым костюм 10-Year Anniversary North Hero. В случае, если вас заинтересовали эти вещи, успейте выполнить определенное задание «Золотых стремлений» до 25 ноября в 18:00 по МСК. Состоялся выход обновления Godspawn для Guild Wars 2, которое расширит Frontier Wild с новым сюжетным контентом, новыми испытаниями, первым за 5 лет рейдом, новой конвергенцией и новым легендарным копьем. В преддверии выхода обновления команда опубликовала специальную заметку, в которой говорится, что ограниченное количество англоязычного озвученного контента не будет доступно при запуске. Это изменение затронет персонажей игроков женского пола Чарров и женского пола Сильвари. Ну а Клуб Ярн — это новое легендарное копье с 6 косметическими стилями и новыми спецэффектами. Состоялся релиз кроссплатформенной MMORPG Grand Saga, издателем в России и СНГ выступила компания Innova. После всех нужных проверок мобильный клиент российской версии игры появится в магазинах App Store и Google Play, ну а ПК-клиент вы можете прямо сейчас скачать на сайте 4Game. Разработчики Albion Online в курсе того, что игроки обожают убивать боссов в логовых. В последнем патче логово боссов были изменены, теперь они просто содержат босса по одному для каждой фракции. Все лишнее убрали, остались только вы, противник и 3 сундука с добычей. Другие изменения в последнем патче включают правки в использовании групповых динамических лагерей, если вы играете в одиночку или в небольшой группе, в баннерных рейдах, а также был произведен ряд изменений баланса способностей и снаряжения. New World Eternum ждет очередное слияние серверов уже 5 декабря. Amazon опубликовала информацию о том, какие серверы будут затронуты, а также о том, что нужно знать о процессе до начала изменений. Всего будет объединено 12 серверов в США, Азии и Европе. Все затронутые серверы являются кросс-игровыми, поэтому новые серверы, предназначенные для конкретных консолей, останутся без изменений. Начиная с понедельника, 25 ноября, на этих серверах будут проведены технические работы, создание персонажей и трансферы будут отключены. Если же вы не хотите, чтобы ваши персонажи были объединены на целевом сервере, в период до 5 декабря вы можете переехать на другой сервер в вашем регионе. Жетоны для переноса персонажей поступят в продажу в понедельник утром. На игровой выставке G-Star 2024 компания Gravity показала первые кадры игрового процесса грядущей кроссплатформенной MMORPG Ragnarok 3. Релиз игры запланирован на вторую половину следующего года. Визуально Ragnarok 3 мало чем отличается от первой части. Оригинальные модели классов не изменились, но получили улучшенные текстуры. Базовые классы и 6 параметров также никуда не делись. В целом это тот же самый древний Ragnarok Online, который игрокам продают уже который год под разным видом. Пока, к слову, можно было увидеть только мобильную версию с автобоем. Обещают сражения между гильдиями, осады, также ведутся разговоры о локациях со свободным PvP, но тут единого решения пока нет. В игре появится система сезонов, то есть раз в какой-то промежуток времени игрокам придется создавать новых персонажей и адаптироваться под новые условия. Студия Visionary Realms, ответственная за разработку MMORPG Pantheon Rise of the Foring, сообщила дополнительные подробности о предстоящем запуске игры в раннем доступе Steam. Наряду с недавней информацией о дате запуска игры в раннем доступе, который состоится 13 декабря, появилось еще одно уточнение. В новом сообщении говорится, что план по предоставлению доступа к игре текущим владельцам наборов основателей через Steam является сложным. То есть да, похоже, если вы приобрели наборы раннего доступа, вы все еще получите доступ к игре, когда начнется стадия Early Access, но вот войти в игру через Steam, судя по всему, будет невозможно.
Разработчики ММО-песочницы PAX Day объявили, что начнут интегрировать Discord в качестве официальной платформы для внутриигрового чата. Интеграция с Discord, по-видимому, позволит PAX Day получить некоторые столь востребованные функции. Например, появятся списки друзей, которые в свою очередь помогут игрокам видеть, кто в сети. Игроки также смогут общаться со своими друзьями из PAX Day вне игры. Вскоре в систему интеграции чата Discord будет добавлено больше функций, включая поиск местонахождения друзей, внутриигровой и внеигровой клановый чат и объявления, а также официальный голосовой чат в будущем. MMORPG Fractured Online официально стала бесплатной и доступна всем желающим. Те игроки, кто купил Fractured Online, получат месяц бесплатного VIP-доступа, а те, кто раскошелился на пожизненные VIP-пакеты основателей, получат 3750 жетонов Dynamite, которые можно потратить в магазине на косметику. VIP — это опциональная подписка, которая дает дополнительные возможности и привилегии, но не закрывает для фри-то-плей игроков доступ к контенту. Сезонная модель уже запущена, а это значит, что первый сезон официально начался. В 90-дневном сезоне игроков ждут награды и испытания. Это не совсем боевой пропуск, хотя он очень похож на систему Battle Pass в ряде игр, так что вы узнаете его при входе в игру. Бесплатные аккаунты получат 100 уровней наград каждый сезон, а VIP-аккаунты 200. Студия WeMade XR раскрыла некоторые подробности грядущей MMORPG Legend of Ymir. На этот раз речь пошла о сезонах игры. В отличие от привычных сезонов в различных ARPG, в Legend of Ymir вам не придется каждый раз заново качать персонажа. Герои продолжат свою прокачку через различные квесты и награды за них. В сезонах будет действовать специальная валюта, которую можно будет тратить на косметику и полезные предметы. Часть контента будет доступна только в сезонах, так что тем, кто хочет закрыть все, непременно придется стабильно в них участвовать. 3 сервера игры будут объединяться ради закрытия крупных сезонных задач, вроде битв с боссом в режиме сезонной войны. А вот механика награждения вызывает вопросы. По словам разработчиков, максимальную награду получат те, кто нанес финальный удар боссу. Также игроки смогут выбрать лидеров сервера, которые будут принимать решения в вопросах стратегии войны и добычи важных ресурсов. Студия LTG анонсировала новую средневековую MMORPG Life is Feudal Arden, или Arden. Игра является прямым продолжением и развитием идей Life is Feudal MMO. Разработчики обещают приключения в открытом мире с полной свободой действий, новыми механиками и захватывающим геймплеем. Новый Life is Feudal предложит как PvE, так и PvP контент, начиная от дуэлей и заканчивая масштабными сражениями. Элементы песочницы никуда не денутся, вам по-прежнему придется много строить и крафтить. Игра на релизе будет распространяться по условно-бесплатной модели, но ежели вы желаете поддержать разработчиков, в продаже есть наборы раннего доступа. ЗБТ новой Life is Feudal запланировано на конец текущего года. Издатель глобальной версии MMORPG Throne and Liberty, студия Amazon Games, подвела итоги недавних осад замков, а также поделилась некоторыми планами на будущее. Самым масштабным ивент стал на сервере Stormbringer, на нем билось почти 4000 человек. Стоит отметить, что 45% замков на разных серверах сменили владельцев, а итоговую награду в виде люцентов получило более 40 тысяч человек. Но не обошлось и без проблем, главными из которых стали баги. В частности, благодаря багу, открывающему путь по крышам во двор замка раньше времени, многие не смогли защитить трон, так как не сумели вовремя перегруппироваться. Также досадной ошибкой стало некорректное начисление люцентов за зоны грабежа. Разработчики обещают их исправить к следующей осаде. А вот полуминутное бессмертие после возрождения не понравилось вообще никому. Однако для его исправления понадобится больше времени. Что же касается планов, то в следующем месяце в игре изменят скорость заполнения шкалы сопротивления к контролю. Камни очищения также будут улучшены. В следующем патче, который будет установлен 5 декабря, у игроков появится возможность создавать персональное лобби для PvP схваток без наград, такие батлграунды. Этот режим получил название «Военные игры». Дабы уменьшить доминацию крупных военных альянсов, из игры уберут систему, позволяющую отмечать гильдии как враждебные. Награды за боссов в режиме PvP тоже пересмотрят. Помимо этого, в игре недавно появились первые двухзвездные кооперативные подземелья, рассчитанные на персонажей с уровнем экипировки выше 2500. В них игроки смогут заполучить редкую Т1 экипировку, что ранее была доступна только с мировых боссов. Кроме этого, гильдии, владеющие Рифтстоун и Бунстоун, теперь могут принимать участие в межсерверных ГВГ сражениях и получать ценную награду, включая премиум валюту Люцен.
Разработчики MMORPG долгостроя Ashes of Creation обратились с открытым письмом к участникам второго альфа-тестирования. Поводом для него стал обнаруженный дюп вещей, дублирование предметов, а также тех тестировщиков, которые воспользовались этой уязвимостью во зло. Да, некоторые тестировщики поступили как нужно, сообщив разработчикам о проблемах, а некоторые предсказуемо решили воспользоваться всем этим для доминации. Правда, непонятно зачем, учитывая то, что это альфа, а впереди и вовсе игру ждет глобальный вайп. Но пока вайпнули только горе доминаторов. Команда удалила все надюпанное и то, что было с его помощью построено. Также безвозвратно было удалено более 100 персонажей. И это было, так сказать, последнее китайское предупреждение от Стивена Шарифа. Дальше, вероятнее всего, меры будут более жесткими. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписан. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся. 光の力！